При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 300 ньютонов, а на большее 20 ньютонов. Длина меньшего плеча 5 сантиметров. Определить длину большего плеча. Весом рычага пренебречь. Есть рычаг, на одно плечо действует сила, пишем F1 равно 300 ньютонов. На второе плечо действует F2 равно 20 ньютонов. Длина меньшего плеча L1 напишем равно 5 сантиметров. Определить длину большего плеча. Весом рычага пренебречь. L2 знак вопроса. Рычаг меньше плечо L1. И здесь действует сила 300 ньютонов. F1. Это плечо больше, которое надо определить L2, но здесь действует сила F2, 20 ньютонов. Так и напишем. Здесь 300 ньютонов, здесь 20 ньютонов. Рычаг должен находиться в равновесии. Рычаг находится в равновесии. Два условия. Это первое. Закон Ньютона говорит о том, что равнодействующая всех сил, действующих на данное тело, должна быть равна нулю. Тогда тело находится в состоянии покоя. Раз оно находится в состоянии покоя, можно сказать о том, что F1 плюс F2 компенсируется силой реакции самого рычага. Вот это значение R. По модулю значение R будет равно сумме модулей этих двух сил, потому что две силы можно сложить, и они будут равны. В данном случае рычаг не двигается ни вверх, ни вниз, поэтому силы по модулю равны, и равнодействующих все силы равно нулю. Теперь нужно еще посмотреть на второе условие. Кроме того, что первое условие, сумма равнодействующих всех сил должна быть равна нулю, должны быть еще моменты действующих сил, векторная сумма всех моментов должна быть равна нулю. Тогда рычаг не будет вращаться, если моменты будут компенсированы. Давайте посмотрим, какие же моменты тут действуют. С левой стороны плечо L1 и есть сила F1. Она действует в этом направлении, сила F2 действует в этом направлении. Если мы берем за положительное направление движения силы F2, вот поворот, момент силы F2 умножить на L2 будет поворачивать рычаг в эту сторону, тогда сила F1 своим моментом будет поворачивать рычаг в противоположную сторону. Это идет и момент силы F2 будет, скажем, положительный, этот отрицательный. Для того, чтобы все это находилось в равновесии, должны быть эти модули этих моментов сил должны быть тоже одинаковые. Друг друга должны компенсировать. Мы можем записать, что модуль силы F1 равен F1 умножить на L1. Не будем уже указывать векторные значения, потому что мы понимаем, что они друг другу противоположны. Если мы возьмем этот за положительное значение, за движение, то этот будет отрицательный. Это, в принципе, не столь существенно. Существенно то, что мы говорим о том, что они работают друг против друга. И должны компенсировать друг друга. А для того, чтобы они компенсировали, надо, чтобы модули были одинаковые. Потому что один с плюсом, а другой с минусом. Итак, модуль силы F2 равен F2 умножить на L2. Модули приравниваем, значит, левые части одинаковые, правые тоже должны быть равны. F1 умножим на L1 равно F2 умножим на L2. Нам неизвестно L2. Отсюда L2 равно F1 на L1 делится, естественно, на F2. И обратите внимание, что L1 – вспомогательная системная единица длины. Надо было бы превратить в метры, но не будем торопиться, посмотрим. Результат, может быть, и не надо будет превращать в метры. Давайте посмотрим, подставим значение. F1 сколько у нас будет? 300 ньютонов умножится на L1 на 5 сантиметров и делится на 20 ньютонов. Смотрите, ньютоны у нас сократились, нули убираем, двоечку убираем. И получается вместо 30 15. 15 умножить на 5 сантиметров будет сколько? 75 сантиметров. Если бы нужно было метры, можно было здесь превратить в метры. Но нам достаточно сантиметров, потому что условия тоже сантиметры. Мы так и оставим. L2 будет равно 75 сантиметров.